Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие внешние аккумуляторы, которые можно купить в 2023 году. Powerbank очень удобная вещь. Их удобно носить с собой, когда смартфон плохо держит зарядку и быстро садится в течение дня. Знаю, такая проблема часто настигает владельцев старых айфонов. Хотя, конечно, и старые андроиды по своей автономности не хвалятся. В любом случае, пауэрбанками заряжают не только телефоны и не только в рутинных городских условиях. Кому-то, например, он понадобится в дорогу, в командировку, в путешествие и так далее. Ну и чтобы не выбрать банку, которая может подвести в экстренных ситуациях, когда реально нужно запитать или зарядить какое-нибудь устройство, я подобрал 7 моделей, которые точно нужно рассмотреть перед покупкой. Все они разные и подойдут под разные задачи. Большого и маленького объема с мощной и не очень зарядкой, с разными наборами разъемов и другими особенностями. Давайте я подробно расскажу про каждую модель, и вы уже сами определитесь, что подойдет вам лучше всего. А в качестве благодарности можете поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Седьмое место занимает Xiaomi Powerbank 3. Внешне ничем не примечательный черный и белый брусок для зарядки, хотя по габаритам уже виднее, что его емкость далеко не 5000 мАч. Так и есть. В нашем распоряжении, как заявляет производитель, 20 тысяч мАч, но на деле мы имеем гораздо меньше. И если у вас батарея в смартфоне на 5000, это вовсе не значит, что этот Powerbank зарядит его ровно 4 раза. Однако Xiaomi не стали что-то скрывать и просто на официальном сайте уточнили, что емкость банки находится примерно на уровне 12 тысяч мАч. Поэтому в случае андроидов, большинство которых имеет батарею в 4-5 тысяч мАч, можно рассчитывать на 3 неполные зарядки до 100%. Айфоны же, в зависимости от поколения, зарядятся минимум 3 раза. Ну и по скорости нормально, так как максимальная мощность достигает 18 Вт. Не то чтобы космос, но это лучше, чем скудная десятка. Около часа с копейками понадобится банке для зарядки среднестатистического смартфона. Внешний аккумулятор оборудован 3 выходными интерфейсами. 2 выхода под USB типа A и 1 типа C. Можно заряжать хоть сразу 3 устройства по стандарту Quick Charge 3 и Power Delivery 2. Но учтите, что ноутбук и похожие устройства заряжать бессмысленно. Эта банка не вытянет и будет полдня заряжать. Лучше уже заморочиться, взять с собой комплектную зарядку и подключиться к розетке. Все быстрее будет. Но сколько раз заряжать именно сам Powerbank? Лично я ставлю банку на зарядку на ночь. Проспав норму 8 часов, моя банка на те же 20 тысяч мАч полностью заряжается 20-ваттным блоком питания. Но если посчитать в цифрах, то выйдет что-то около 4 часов от 0 до 100%, если заряжать блоком хотя бы мощностью 20 Вт. Больше ничего особо интересного в этой модели нет. Она отлично подойдет пользователю, которому нужен простой, самый обычный Powerbank, чтобы более-менее быстро заряжать смартфон. Без всяких наворотов и выпендрежа. Шестое место рейтинга я отдал очень узконаправленному пауэрбанку – Anker PowerCore Mac Go. Он предназначен только для айфонов 12, 13 и 14 серии. Это такой маленький аксессуар всего на 5000 мАч, который рассчитан максимум на несколько подзарядок. Именно подзарядок, а не полных зарядок от 0 до 100%. Powerbank цепляется магнитами за крышку айфона и переносится вместе со смартфоном. В любой момент его можно разложить как подставку, поставить iPhone и тот начнет заряжаться, так как Powerbank оснащен беспроводной технологией. Конечно, не супер быстро, так как банка выдает максимум 7,5 Вт мощности, но это уже точно лучше, чем носить с собой зарядку и искать розетку. Само собой, это не какой-то походный, а чисто городской компактный вариант для ежедневной рутины, который не потребует отдельного места в сумке. Максимум в кармане немного места займет и все. Зарядить такой Powerbank тоже никаких проблем. За пару часов через более-менее мощный блок питания можно восполнить обратно весь заряд банки и использовать еще несколько дней. В зависимости от активности, конечно. Но учтите, что подключиться к нему можно только по USB-C. Никаких выходов больше просто нет, поэтому сразу несколько айфонов через него тоже не зарядить. Но этот Powerbank на это и не рассчитан, поэтому требовать от него подобного и не стоит. В общем, вот такая нишевая и простая модель сугубо для яблок последних поколений. Поэтому если у вас iPhone 12, 13 или 14 и есть потребность в редкой подзарядке, добро пожаловать в магазин. А мы пока познакомимся с более универсальным устройством. Пятое место рейтинга я отдал Samsung EB P3400. Им можно заряжать и любой Android, и любой iPhone.
Он поддерживает стандарты Quick Charge и Power Delivery, поэтому он не будет перебирать, какое там устройство вы пытаетесь подзарядить. Подключайте в удобный порт свой телефон или что вам там нужно и забывайте примерно на часик, если вам нужна полностью заряженная батарея. Максимальная мощность находится на отметке 25 Вт, поэтому, чтобы зарядить типичный Android, больше времени пауэрбанку не понадобится. А какой-нибудь из последних айфонов с меньшей батареей и вовсе быстрее наберет энергии. По объему это средний зарядник, обещанная емкость 10 тысяч мАч. Понятно, что процентов 20-30 от этого можно смело отрезать, поэтому на пару полных зарядок смартфона от 0 до 100 можно рассчитывать. Зато сам пауэрбанк заряжается недолго, особенно если у вас блок питания ватт так на 45. Конечно, и 20 отлично подойдет, будет просто на час-два дольше. А так, в целом, этой банке тоже не нужно уделять целую ночь, чтобы полностью подготовить к какой-нибудь дальней поездке. Да, он не наделен беспроводной зарядкой и не имеет каких-то необычных фишек, но за счет своей простоты этот Samsung и выезжает. Кстати, его стоимость тоже радует, хотя, казалось бы, Samsung. Переплатить за бренд как два пальца, но не в этот раз. Здесь все честно относительно рынка конкурентов. Единственное, к чему я бы мог придраться, материал корпуса. Он просто пластиковый, в этом плане и сэкономили, хотя это, конечно, реально мелочь, кому-то совсем не важно. Но лично мне приятнее в руках держать какой-нибудь кусок металла, хоть он и будет тяжелее, зато будет чувствоваться монолитность конструкции и ее прочность. Особенно в походе пригодится, когда в любой момент можно уронить или разбить, хотя и в повседневной жизни тоже. Четвертую строчку занимает Xiaomi BHR5884GL. Этому внешнему аккумулятору я отдал приоритет только благодаря его алюминиевому корпусу. Да, такой пауэрбанк получается тяжелее пластикового. Да, если положить в карман, шансы потерять штаны кратно возрастает. Есть свои неудобства, но есть и преимущества, которые для меня существенны. В общем, индивидуальный момент для каждого. В остальном это плюс-минус такая же скорость зарядки, так как и мощность и стандартной Quick Charge Power Delivery между собой не отличаются. Максимум 22,5 Вт на выходе делают свое дело и за то же время заряжают телефоны. Но вот ноутбук такой банка я бы тоже не стал заряжать. Во-первых, и по объему маловато будет, и из-за мощности зарядки долго получится. Специально для зарядки устройств, требующих больше, я подобрал одну отличную модель, поэтому смотрите дальше, вам должно понравиться. По объему эта банка тоже на 10 тысяч мАч. Xiaomi на уверенных щах говорят, что этого хватит на полторы зарядки смартфона с батареей под 5000 мАч. То есть нехитрым путем применения математики мы получаем номинальную емкость 7500. В общем, ничего нового. Ну и тот же объем в 10 тысяч мАч заряжать не так долго. Часа за 4 с самым обычным блоком питания. И дело в шляпе, энергия в банке. Если хочется быстрее, то и блочок нужен побыстрее. Все логично. А подойдет такой объем или нет, решать вам самим. Примерно цифры я озвучил, вы тоже примерно можете посчитать, хватит ли этого для ваших задач или нет. Лично я бы не стал покупать эту банку, если бы в мои задачи входили долгие командировки, дальние дороги и путешествия. Действительно недостаточный объем для этого. Эта банка сугубо для ежедневного пользования в случаях, когда не хватает заряда смартфона на целый рабочий или какой у вас там день. А вот для походов и дальних путешествий я предусмотрел кое-какую модель поинтереснее. Тройку лучших открывает Romas PEA40. Вряд ли вы слышали об этом производителе ранее. Этот бренд специализируется только на производстве пауэрбанков разных типов. Ребята в этом деле что-то допонимают, поэтому лично у меня есть к ним доверие. И их модель PEA40 не просто так вызвала интерес. Вы только посмотрите, какой это здоровый брусок. Сразу видно, что в нем запрятано не 20 тысяч мАч, а поболее. Так оно и есть. Эта банка вместила в себя 40 тысяч мАч. Представьте, какая она увесистая. При желании ею и покалечить можно. Правда, здесь решили удивить только емкостью. О мощности зарядки не стали беспокоиться и сделали самое стандартное 18 Вт. По сути, для наших задач и этого достаточно. При желании можно ноутбук зарядить. И даже не один раз. Медленно, но можно. А за смартфоны и говорить не стану. Смысл считать, сколько раз можно зарядить смартфон, если оно переваливает за 5. Заряжать такой объем, конечно, реально долго. Его как раз на ночь и можно ставить. Но приятно и то, что о нас подумали и сделали удобный дисплей с изображением уровня заряда банки. И, что главное, более разнообразный набор разъемов. Хотя, по сути, из такого добавился только один micro-USB. Но он добавился, и это уже радует. А уже рядом с ним расположились те же самые USB-A и Type-C.
И что впечатляет, цена у такого девайса реально приятная. Она не превосходит две следующие модели, которые заняли позиции повыше, но от этого никакого ущерба качеству замечено не было, поэтому переживать не о чем. На втором месте расположился Baseus Adamant Metal. Довольно известная модель в своих кругах. Если это не первое видео, которое вы смотрите, выбирая себе Powerbank, то уже 100% о нем слышали. Высказываются о нем в положительном ключе, ну и я каких-то серьезных изъянов не нашел. Можно было бы придраться к тому, что при заявленной мощности в 22 Вт выдает лишь 18, но это указано на сайте и ни для кого не тайна. Главное, что при своих характеристиках он часа за полтора заряжает смартфоны с батареей 4-5 тысяч мАч. Конечно, это не скоростные 40 минут, но за такую цену больше той мощности, что имеет эта банка, я не встречал. Поэтому это самый стандартный рыночный показатель. Ну и с объемом здесь тоже ничего сверхъестественного. При заявленных 20 тысяч мАч банка выдает 12 тысяч. Об этом тоже рассказано. Тем не менее, это все равно дает возможность раза 3-4 зарядить свой телефон с 0 до 100%. И если взять батарею менее 4000 мАч, то получится и вовсе 5-6. А это практически неделя без розетки. Ну и, конечно, смотря кто и насколько активно пользуется смартфоном. Да и внешне эта банка мне тоже понравилась. Есть реально информативный дисплей, который выводит уровень заряда, вольтаж и силу тока. На боковой грани размещены не только стандартные разъемы. К ним добавился microUSB и даже Lightning. Поэтому реально можно заряжать любое устройство Android, iOS. Все стандарты для этого предусмотрены. Ну и по объему такой Powerbank тоже довольно жирненький. Например, какой-нибудь из прошлых Xiaomi был тоньше и легче. Но у этого Baseus еще и корпус из металла, крепкий, монолитный. Лидером рейтинга стал Ugreen PB165. И если о прошлой модели вы, скорее всего, слышали не раз, то Powerbank, который занял первое место, такой популярностью не пользуется. Встречайте, Ugreen PB165. Это не тот производитель, который приходит на ум, когда встает вопрос о выборе каких-нибудь девайсов по типу того же Powerbank, зарядного блока питания, переходника и всего такого. Ведь о нем реально знает немного людей. Но те, кто хотя бы раз пробовал, уже с него не слезают. И низкая популярность как раз то преимущество, которое заставляет бренд по максимуму работать над продуктом и выдавать лучшие предложения на рынок для его завоевания. Поэтому пока Ugreen не зазвездился, стоит взять хотя бы один из его девайсов. И в нашем случае это Powerbank. Первое и самое основное, что мне в нем понравилось, это мощность. В максимуме из него можно выжать целых 45 Вт для зарядки устройств. Так как сегодня практически все смартфоны поддерживают быструю зарядку такого уровня, этот Powerbank сможет заряжать их как раз за желанные 40 минут. Не говоря уже о каких-то смарт-часах или камерах. И если вы искали банку, которая способна адекватно заряжать ноутбук за пару-тройку часов, то вот она. За свою цену буквально лучшая. При этом объем не то чтобы впечатляет, стандартная 20 тысяч мАч. Вы уже знаете, сколько времени занимает их зарядка. Но вот что реально не хватило, так это металлического корпуса и какого-нибудь экранчика для отслеживания уровня заряда, как у прошлого Baseus. Но у этой банки вся ценность заключается в мощности. Да и за ее цену к этому не стоит придираться. Если смотреть в целом, то это действительно крутой и быстрый Powerbank, которому не стыдно отдать первое место. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.